Всем привет! Сегодня мы решили поговорить о своих впечатлениях по сериалу «Воспоминания о Бали». Оригинальное название, дословный перевод «Случившееся на Бали» или «Произошедшее на Бали». Кстати, англоязычный перевод более точнее «Something happened in Bali» или «What happened in Bali». В ролях Чо Ин Сон, Ха Джи Вон, Со Джи Соп, четвертую актрису, к сожалению, фамилии не помню. Сюжет вроде избитый. Бедная девушка, у которой рано умерли родители, воспитывалась у родственников, школу не закончила, образования высшего нет, денег тоже нет, брат дебил. В поисках работы и денег она отправилась на Бали и работала гидом, опять же, в компании, которую возглавлял аферист, который ее кинул на деньги и скрылся от полиции, видимо, не платил налоги. Я неоднократно пытался начинать смотреть этот сериал, но больше нескольких серий никогда посмотреть не мог. Потом выборочно некоторые места смотрел, концовку отдельно посмотрел. Очень тяжело было смотреть, я даже не знаю точно, как объяснить. Скучно, затянуто. В последний раз смотрел одну серию и вспомнил индийское кино. Много ненужных задумчивых моментов, лица, мимика, как будто ничего не происходит. Мне кажется, сюжет можно было сжать. Ну вот, насколько я поняла, как только шеф озвучил поступившую заявку на проведение экскурсии, бедолага тут же встрепенулась, так как заказчиком выступил младший сын президента крупной корпорации. То есть вся такая бедненькая, жалкая, но в планах у нее было охмурить богатого наследника. То есть не такая уж простушка. Попутно в нее влюбился бывший парень невесты богатого наследника, а невеста, оказывается, продолжала любить бедного бывшего, ну, в общем, индийское кино. А у тебя были когда-нибудь мысли жениться на богатой девушке, чтобы поправить свое финансовое положение? Нет. Наивный, порой раздражающий от переливаний из пустого в порожнее сериал. Но я почему-то смотрела, наверное, чтобы узнать, кого же все-таки эта простушка любит. Кстати, о родителях. Естественно, они были против, я их прекрасно понимаю. История Золушки или красотки из одноименного фильма — это миф, так не бывает. Нужно трезво оценивать свои шансы. Ладно, родителей рано лишилась, но школу-то можно было закончить, вечерами подрабатывать, дальше бакалавриат, отшить брата, который тянул с нее деньги. У многих из нас были бедные родители, но не повезло нам с богатыми. Так что теперь, верить в сказку про Золушку? Брак должен заключаться между мужчиной и женщиной равных финансовых возможностей и статуса. Это так? Наверное, да, но я бы сказал, скорее у них должно быть одинаковое отношение к деньгам, к вещам. Когда один транжир, а другой бережливый, им тяжело вместе. Жалко мне было богатого наследника, надо же было ему влюбиться в Золушку. Кстати, она же сама за ним бегала, он даже ее не мог вспомнить, когда она приперлась в офис к нему в Сеуле. И почему-то она не могла устроиться на работу, мне это тоже было непонятно. Просила денег взаймы, чтобы отмазать своего брата от бандитов. В финале уехала на Бали, где все начиналось, с бедным аферистом, который в результате аферы стал богатым. Ну и тут-то их настигло возмездие. И, попытка подвести некий итог. Эта история актуальна и в наши дни. Как говорится, каждый сверчок знает свой шесток. Не пытайся разбогатеть за счет других. Вылезай из кожи вон, ешь землю, но добейся чего-нибудь в этой жизни самостоятельно. Будь бойцом. На чужом несчастье счастья не построишь. Она видела, какие страдания выпали на долю любимого человека из-за нее. Я имею в виду отношение родителей к нему. Но отойди ты в сторону. Помню, прочитала комментарий: ох уж эти бедные, жили бы своей жизнью и не лезли бы к богатым. Это совет бедным, а вот совет богатым: не кичитесь своим богатством. Богатство вызывает зависть у бедных, а зависть — страшное оружие. Да, чужую беду ругами разведу, а к своей ума не приложу. Но это я о выводах. В общем, наивный, примитивный. Порой мне казалось, что Ха Джи Вон переигрывает, уходя в мимику, как индийские актеры. Но почему-то я его пересматривала снова и снова. И думала, и смотрела передачи о том, как снимался фильм. Как Чо Ин Сон настаивал на том, что он сам заплатит без вспомогательных средств, хотя Ха Джи Вон воспользовался искусственными слезами. Один вывод бесспорный. Для меня Чо Ин Сон настоящий актер. Сцена, где он упал в ноги отцу, рыдая, что любит эту бедную девушку и ничего не может поделать с собой. Столько горя и отчаяния было в его монологе. Или, может, это произвело такое впечатление, что финал был просто неожидаемый, что ли, что все погибли. И еще я хотела отметить саундтрек женским вокалом. Очень точно передает переживания главной героини, тоже какой-то надрыв в этой песне. В общем, волшебная сила искусства. Пожалуй, ни один сериал не производил на меня такого сильного впечатления. Вот и все. Я так поняла, что этот сериал имел успех в Штатах, и не только. Хотелось бы знать ваше зрительское мнение по поводу данного сериала. Все, всем спасибо, пока.
Пока.